Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирационе, Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Давайте с вами узнаем, какие события скоро буквально ворвутся в вашу жизнь, что идет на ваш порог. Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И возьмем с вами период от завершения июня, последних дней июня, ну и первые недели июля, мои дорогие. Вот такой промежуток. Ну и узнаем, что же там до конца июля будет продолжаться. Это время поиска новых смыслов, новых направлений. И ретро-Плутон нас приглашает куда-то не торопиться, поскольку та или иная тема, проблема, которая формируется на начало июня, а возможно тянется с мая месяца, она в течение лета у нас будет решаться. Хирон сделал первый свой заход в знак зодиака Телец, пусть ненадолго, до середины сентября, но вот этот период может нам показывать то, чем мы будем заниматься, когда окончательно перейдет Хирон в знак зодиака Телец. Это будет в 2027 году, но эти месяцы нам показывают, в какой палитре событий будет то, чем мы будем именно не просто заниматься, а это продолжать. И у вас первое значение почему-то, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. И тем не менее, переживание, получится, не получится. Вот я всегда говорю по этому значению. Это знаете как, много вариантов, которые мы держим в голове. И один продумываем, и второй продумываем. В итоге там вообще что-то третье появляется. И мы понимаем, совершенно какую-то безосновательность наших сомнений. Для вас дважды, мои дорогие, вы посмотрите. Колчан со стрелами. В нашем пасьянсе полное исполнение желаний. Но тут не все так однозначно. Может быть, от этого и сомнения. Маска. Маска – это всегда скрытый враг. Это тот, кто себя не выдает. Тот, который может нам что-то говорить такое очень даже приятное, но мы где-то умом понимаем, что либо не договаривает человек, всей правды мы пока не видим. Возможно, у кого-то из вас какой-то давний конфликт. Вот это точно Хирон. Он это как раз отвечает, скажем так, или это как символика, священная рана, или тот сценарий, который длится долгий период времени. Может быть, вот последние 7 лет, буквально так, 7-8, то, что вам не нравилось, с чем вы не соглашаетесь. Возможно, это конкретный человек, с которым у вас были конфликты, мои дорогие. Вот тут вы что-то, я не могу сказать, что это тот конфликт, который состоится, хотя я исключать тоже не могу. Это потому что, может быть такой момент, когда мне что-то надоело, вам что-то надоело. Но я тут больше вижу не через конфликт, а когда это с вами могут пытаться, наоборот, договориться, усыпить, может быть, вашу бдительность, а тут как раз вы, как зоркий сокол, видите, что нет. Тут есть та тема, когда надоели самому или самой эти переживания. Тут есть тот вопрос, который все-таки он сам по себе не решится. Мне придется его решать. И причем ни разу не замечтавшись. А какой-то важный, правда, вывод вы будете делать. У кого-то это может быть связано с работой, потому что открытая книга – это часто у нас как место нашей учебы или работы. Это организации, какие-то учреждения, мои дорогие. Может быть, и чиновники высокопоставленные, да, когда придется и вам договариваться, может быть, общаться с людьми, которые находятся несколько выше по ступеням иерархии. Вот другой уровень, нежели у вас. Будьте к этому готовы. Но, мои дорогие, посмотрите, полное исполнение желаний. Победа. И причем не просто такая эфемерная победа. Ух ты, как здорово. А когда это, либо в документальном варианте в каком-то будет выражаться. И мы говорим, у нас еще и в самом конце июня Меркурий уходит в ретро-движение. И поэтому ретро-Плутон, ретро-Меркурий где-то, да, вот такие энергии складывают для нас обстоятельства вот того, наверное, сценария, что мы долгое время хотели изменить. А вот как будто в одну дверь стучались, во вторую, в третью, и все у нас что-то не получалось. У вас тут несколько дорог сходятся в одной точке. Будьте к этому готовы. Добрые перемены. Полное исполнение желаний. Да, не без согласований, не без разных мыслей, но все-таки победа и добрые перемены. Сама судьба стремится, чтобы вы были счастливы.
Поэтому, может быть, и придется какие-то варианты рассматривать. Будьте просто к этому готовы. Ох, как здорово. Такое вообще редко бывает. Вот в нашем пасьянсе есть два значения по исполнению желаний. Корабль. Кстати, один из символов Меркурия. Даже если что-то притормаживается, для вас это благо. Но все же прописано исполнение желания, корабль, и тоже где-то перемены. А колчан со стрелами – это как полное исполнение желаний. Ну, так написано. Будем реалистами, конечно. Насколько полное, я не берусь судить, потому что все так это зыбко. Но то, что у вас какой-то особенный период, июнь и июль, может быть, конец июня, возможно, это какая-то возможность, где вы будете раздумывать, потому что вы чего-то не видели, или как стечение обстоятельств, мои дорогие, будьте внимательны. Тут, правда, может быть такая какая-то конфигурация. Но я бы сказала о себе все-таки много не рассказывать, это точно, потому что у вас еще и выпадает, смотрите, змея. Как не растерять свою удачу? Счастье и удача любят тишину. Вот два предупреждения. Маска и змея. Люди транслируют одно, а при этом пытаются манипулировать, использовать. Вы можете к кому-то относиться искренне. Значит, и по людям вы тут измените мнение, многое пересмотрите. Это, знаете, на что-то откроются у вас глаза. Но все же хочется сказать по этим двум символам: держите маску за пазухой и включайте змеиный режим. Будьте сами хитрее. Потому что у вас, посмотрите, вот как будто пополам, да, наш пасьянс разделен. И с одной стороны как предупреждение, а с другой как на кону стоит ваша удача, ваше счастье, исполнение желаний, добрые перемены. Как и так. Ладно, идем с вами вперед. Что скрывает будущее? Какие тайны, мои дорогие? Что изменит ваши планы? Что изменит планы рыб? Моих дорогих любимых, это правда. И рыбок, что изменит ваши планы. Следующая карта. В чем ваша сила? Что вас будет радовать? В чем ваше преимущество? Ну и что же будет продолжено до конца июля? К чему все идет? Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Что ждет рыб и рыбок? Каковы энергии? Финансы. Что ждет? Ну и ваши достижения, контакты, контракты, какие-то важные разговоры, планы на будущее, да? Тоже узнаем. Итак, что скрывает будущее? Все же, что изменит ваши планы? Королева Пентаклей. Иногда эта карта принадлежит вот именно, ну, как олицетворение близких людей. Буквально, может быть, родня, ближайшее окружение, которое, ну, может быть, и далеко, да, как дальние родственники, ну, не буквально где-то рядом с вами находятся, но здесь меняются у людей планы, хочется сказать, и это каким-то образом меняет планы ваши. По королеве Пентаклей это та карта в колоде, которая говорит о человеке, который задумал какой-то план. И это не просто план такой, знаете, сродни мечты. Может быть, где-то элемент мечтаний присутствует, потому что королеве Пентаклей свойственно вдохновение. Но это человек-реалист, который до ума, как доводит свою мечту, сам ее осуществляет. Вот здесь может быть как и человек, так и для вас. Карты говорят: рассмотри вот такие энергии, что ты можешь осуществить прямо сейчас. И какой-то продуманный план тут все-таки присутствует. Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей – это темы, конечно, компентакливые карты. Здесь могут быть как какие-то приятные сюрпризы, приятные новости от людей близких. Вы можете, либо какой-то человек, к примеру, куда-то, может быть, как встреча с ним, поездки, как и ваши, так и чужие. Ну, или пусть это даже чужие, но это именно те люди, которые вам близки, опять же, я повторяюсь, да? То есть вот то, что происходит в жизни людей вашего окружения, напрямую будет менять ваши планы, мои дорогие, и заставлять пересмотреть некоторую рутину. И буквально, может быть, как направление, все-таки рыцарь – это движение. Поэтому, вот интересно, 16-й старший аркан – карта трансформации. Тут ведь могут быть и такие истории, когда у человека резко что-то меняется, и каким-то образом это оказывает влияние на вас. Возможно, тут вам придется
Я не исключаю все-таки прообраз башни. И у вас тут выпадало значение, да, книга, но мы говорили, это учреждения, конторы, офисы. У человека резко меняются планы, а башня – это старый какой-то сценарий. Или это, опять же, как фундамент этой системы и какое-то строение, которое тут тоже пересматривается. По этой карте мы не можем терять времени в какой-то пункт временной, в какой-то день. Или вот именно этот период, когда, возможно, вам просто необходимо будет отправляться вот именно к чиновникам, к вышестоящим каким-то лицам, организациям, к людям, наделенным властью. Вот я такое тоже не исключаю. Ну, для того, чтобы вы какие-то свои вопросы решали. Может быть, это будет где-то связано, как вам помогают, или вы помогаете кому-то из тех людей, кто вам знаком, дорог, любим, но вот в каком-то совершенно новом ключе. И ведь это, знаете, я часто говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Здесь нужно не устраивать какую-то глубокую философию, карта искаженного восприятия, а именно взять какую-то возможность. Вы можете где-то чувствовать, что у человека, правда, изменились планы. Вы можете даже расстраиваться, негодовать. Вот такое может быть с пятеркой жезлов. Возможно, это какая-то разношерстная информация, когда и хочется одну канву цельную построить, а тут как будто бы, такого и нет. Нет, вот понимаете, как будто нет опоры. Вот такое может быть у вас ощущение. Или, когда меняются вообще, вы получаете какое-то интересное известие по двойке кубков, которое связано с вашей личной жизнью. А может быть, это и ваш личный план, который будет каким-то образом взаимодействовать с планами другого человека. Явно какой-то контакт продолжится, но видоизменить вам это придется. Планы будут меняться, но это больше оказывает влияние именно другие персоны или, мои дорогие, обстановка, как вот именно обстоятельства, которые могут касаться документов, важных согласований, именно для того, чтобы у вас сложилась как новая концепция счастья. Будьте внимательны. Тут какая-то вибрирующая идет и очень мощная энергия, которая говорит о том, что, вот сложилось то, что сложилось. И нам нужно от этого именно оттолкнуться. Но с учетом даже по аркану башня не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот, кстати, иногда такое тоже проигрывается. То, что можете вы воспринимать как даже проигрыш, или я не могу осуществить свой план. А тут сама судьба, мои дорогие, трансформирует вас, заставляя что-то переиграть, передумать. Так это для вас, к счастью, к большей стабильности, к большему пониманию, что будет завтра. Поэтому, вот так вот неоднозначно рассматривайте все варианты, которые приходят в вашу жизнь буквально. В чем ваша сила? А вот когда вы что-то переиграете, как маршрут измените, когда вы рассмотрите после полученной новости, будете вообще примерять на себя и думать, а почему бы и нет. Когда вы не включитесь в какую-то многозадачность, не поддадитесь на какие-то уговоры, кстати, когда вы оставите за собой какой-то запасной аэродром. Вот тут у кого чего будет касаться. То есть предусмотри как будто заранее, что ты будешь делать, если вдруг по какой-то причине, не зависящей, может быть, даже от тебя, что-то пошло не так. Твои действия. Вот в этом будет ваша сила, если заранее где-то вы зададите себе эти вопросы. Может быть, знаете, как не поддаться. Все-таки у вас тут два таких значения. И у кого-то из вас, вот конкретно в чем ваша сила? Когда вы уходите от какой-то неопределенности, от конкретного, может быть, либо вопроса, связанного с человеком, а то и с людьми, или от какой-то тяжелой работы, мои дорогие, которая вам приносила разочарование и, может быть, мало денег. Вот я такого тоже не исключаю. Здесь явно есть какой-то новый маршрут, новый вариант. Вот явно тут нужно рассмотреть. Понимаете, вам тут как что-то нельзя упустить, потому что для вас это шанс, в этом ваша сила. И именно, может быть, даже рассмотреть то, от чего вы прежде отказывались. Вот тут хладнокровие, понимаете? По королю мечей, да, это может быть какой-то конкретный человек,
Может быть и человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, когда вам, ну, как-то нужно, не обязательно, мы не по полу карту не рассматриваем, если король обязательно мужчина, нет. Здесь может быть кто угодно. Но это очень рациональный человек. Возможно, вам тут что-то не понравится, я все-таки не исключаю. Но, опять же, ваша сила будет состоять в том, что нет никаких эмоций. И ведь все вот эти карты, как пятерка кубков, семерка жезлов, это ведь все то, с чем мы сталкивались. Это не есть что-то новое. А вот когда вы более чем хладнокровно, рационально будете решать какой-то вопрос. Не добавляйте себе сомнений, не добавляйте себе каких-то иллюзий, мои дорогие, не добавляйте себе того, что в жизни в реальной не существует. Будьте очень прагматичны, где-то продуманы, но и хладнокровны. Вот без этого не обойтись. Вам дает пространство буквально как будто одним махом завершить сомнения, как, может быть, какие-то чьи-то обещания и долгие ваши ожидания, что ну вот мне же не сказали нет, но мне и не сказали да. Или, может быть, это, как знаете, кто-то вас словно на удочку поймал, и вы долгое время тоже чего-то ждете. Вот здесь, знаете, как одна какая-то мысль, известие, мигом вот разрушает вот этот иллюзорный мир, заставляя вас увидеть какую-то реальность. Поэтому, если это происходит, даже быстро такое бывает, как внутренний инсайт, точно, не упустите свою удачу. Вот есть тут какой-то такой момент, который может выглядеть поначалу, ну, как-то непонятно, да, у вас все-таки башня. Тут будет даже какой-то пункт, когда, возможно, вам придется куда-то поехать, вообще изменить маршрут. Может быть, для кого-то из вас это иногда вопросы, которые связаны с автомобилем. Ну, иногда все-таки старший аркан проигрывается. Для кого-то из вас этот аркан, колесница старший, обозначает знак зодиака Рак. Может быть, конкретный человек еще, может быть, да, с которым нужно какие-то дела, согласования, помощь, может быть, да, причем ну-ка, это как узкий специалист по королю мечей идет. У кого-то ремонт, может быть, у кого-то ремонт автомобиля, не дай бог, правда? Вот. Или, ну, тем не менее, нужно что-то решать. И тут не должно быть каких-то иллюзий, понимаете? Да, взаимодействие, оно присутствует, но не совсем в том формате, как вы это, может быть, представляли. Но что-то вот вам тут такое, ведь, по сути дела, эта карта говорит, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. И все же это карта успеха. Тот успех, который последует вот за этим периодом. У вас прекрасная интуиция, мои дорогие. Поэтому, если тут закручивается какой-то сюжет, просчитывайте варианты. В этом тоже будет ваша сила. Что же будет дальше? Что будет продолжено? Ну, вот какие-то контакты будут продолжены, взаимопонимание. У вас вполне вероятно по шестерке кубков, как обмен, да, идет у нас тут подарками, цветами обмениваются. Это выгода где-то присутствует по этой карте, но и очень доброе душевное общение, когда нам все-таки готовы помогать, а если не помогать, то это просто тот человек, который нас рад видеть, а мы его. Еще одна 6. Любая шестерка – это всегда победа. Потому что по нумерологии от 1 до 6 это наша активность, это наши действия. И именно эта карта заслуженного успеха, который больше на последующий период. Нам еще придется какие-то пути дорожки пройти. Поэтому у кого-то это новая работа, новая сфера вообще занятости может проиграться. Работа на дому, работа через интернет, ну, как больше офисная, или пусть из дома, да, из любой точки мира, какой-то новый процесс, новая программа, может быть, новый язык кто-то учит, а кто-то язык программирования, изучает в принципе что-то. Возможно, вам придется получать какой-то сертификат, мои дорогие, или важные документы. Вы в начале еще пути. Тут правда, тут только что-то начинается. И 2 шестерки говорят, что тут 2 победы у вас стоит на кону, и стало быть, даже если поначалу все выглядит запутанным или как сплошной компромисс, определенно нужно для себя как будто забрать из каждого пункта самое лучшее. Любовь, личная жизнь, мои дорогие. Получение, опять же, какой-то новости. Может быть, приезд человека. Когда вам самим срочно куда-то ехать, переезжать, возможно, и в инстанцию придется в какую-то отправиться. Для вас это может быть поворот событий, когда вы стоите перед выбором.
Опять же, две мечевые карты. Мечи – это интеллект. Когда эти карты выпадают, нам уже подсказывают, в какой сфере жизни от нас холодная голова требуется. Не добавлять эмоций, иначе будет путаница. И слушайте интуицию. У вас ваша чуйка в период лета приобретает совершенно какие-то новые грани, возможности. Вот мы ведь говорили, что вокруг что-то меняется. Обстановка, вы можете это чувствовать. Но пока в реальной жизни как будто таких твердых предпосылок вы можете не видеть. Тогда все равно слушайте себя, свою душу. Явно вас тут может как что-то уберегать или подсказывать, сделать так и так. Может быть, не так, как вам советуют другие, кстати, будьте внимательны. Делает выбор свой или мечет вот эти дротики, мечи. Наша ведьмочка с закрытыми глазами. И она попадает четко в цель. Вот как работает у вас сейчас интуиция. И выбор приблизительно подобный вам придется делать, исходя из того, что вы сами где-то планировали, хотели, но и учитывая определенные, опять же, обстоятельства. Вот что-то такое на личную жизнь. Может быть, это будут по 20-му аркану вопросы действительно дома, как дома, вопросы корней. Ну, имеется в виду, где мы находимся, да, с кем мы чаще контактируем. Но в любом случае, по 20-му аркану это выздоровление идет. Избавление от боли, от страданий, уход от конфликтов или какие-то очень важные решения, которые вы будете делать. Что-то вам тут придется переиграть, передумать. Но все же, давайте еще одну карту достанем. А ведь и правда, отъезд человека или отъезд ваш, переезд или какое-то важное решение. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Но при этом баланс. Причем двойной баланс. Где-то и по деньгам. Эта карта не предусматривает, что мы что-то такое глобальное покупаем. По этой карте мы вот именно лавируем, да, жонглер. И более того, и самим же жонглер еще и на качелях. Самому удержать баланс, а потом удержать все то, что в ваших руках. И это касается вопросов личной жизни, вопросов дома, ну или вопросы вашей личности где-то. Давайте узнаем, что ждет по финансам, денежки. Семья, любовь, изобилие, процветание, да, по этой карте десятка кубков. Деньги есть, деньги будут. Ну, может быть, такой период, конец июня, июль, вас заставит именно что-то переиграть, задуматься. И где-то и по финансам с учетом этого. Но это могут быть и вопросы одновременно, да, именно связанные с вашей личной жизнью или с вашими близкими. Я не исключаю, конечно, и помощь кого-то вам. И, может быть, вы кому-то будете помогать, но будьте аккуратны, все-таки вас тут карты так больше призывают думать о самих себе, по крайней мере, в этом периоде, потому что у вас решается, как на кону, что-то очень важное. Но на деньги есть, деньги будут. Очень добрая карта. Или так, или таким, или иным путем. И вот смотрите, на ваши достижения выпадает старший аркан жрица. Карта тайны, карта интуиции. Все то, что я говорила. Слушайте ее, потому что она вам как будто дает правильные подсказки, ваши достижения. Правда, по двойке жезлов мы строим планы. Но мы пока не видим, с учетом предыдущей карты, как обернутся некоторые события. То, что вы видите в период начала июля, возможно, это и еще не конечный пункт, не конечный результат. Вот интересно, у кого-то будут на кону именно вопросы личной жизни, дома и финансов. Вот 3, наверное, такие позиции. Король Пентаклей – это тот, кто способен делиться. Может быть, это вы будете где-то свою стратегию, тактику продумывать именно от тех людей, на кого вы можете напереться. И даже карты это советуют. Окружи себя людьми надежными. Не те, кто тебя приводит в замешательство, не теми, кто тебе говорит «делай так, не делай эдак». Как будто отстрой свою реальность в новом совершенно ключе, когда у тебя все под контролем. И если тебе, и тебе обязательно высшие силы помогают, будут вот такие какие-то очень добрые, позитивные моменты, когда, возможно, и помощь есть, и принять ее нужно как-то так вот умело. И прожить не одним днем, мои дорогие, а именно на достижения. Ваши, по сути дела, планы, да, королевы Пентаклей. Переложить в реальную плоскость. И
и для кого-то это пара, да, вот уже буквально так, вопросы личной жизни, а у кого-то все остальное. Где-то и работа тут у нас идет, и творческий процесс. Охватывает все же вот эти карты, тем более такая парная у нас конфигурация получилась. Это те люди, как и обстановка сама по себе помогает, так еще и надежные люди вам тоже помогают, как и в достижениях, так и в вашем прогрессе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я вас благодарю за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.